Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот последняя сводка новостей. Покажу на карте, где происходят основные бои сейчас. Ну, карта здесь подробная, все ясно, тут нечего объяснять. Вот сейчас ВСУ освободили Херсон и эту всю правую часть Днепра, и теперь вот бои идут, как бы сказать, вдоль этой линии, на левом берегу Днепра, сине-красным, видите, горят огоньки. И вот последняя информация. Артиллерия ВСУ нанесла удары по Новой Каховке, Олешкам и Кинзбургской косе. Сейчас покажу на карте. Вот Новая Каховка красным горит. Здесь Алешки уже, войска практически ВСУ уже находятся здесь. Ну, бои вот рядом с этим городком идут. И Кимбургская коса, вот это, видите, вот часть, это самая такая вытянутая территория, и здесь как бы тоже находится сейчас армия РФ, обороняет эту территорию. Но ВСУ сейчас начали обстреливать здесь, как бы сказать, кто окопался, эти защитники этой косы, хотят их уничтожить, а потом, я понимаю, высадить десант и начать продвижение в этом направлении. Вот, на Бехтере есть такое сюда, потому что здесь уже сейчас армия РФ отходит где-то от 15 до 20 километров. Здесь уже нет смысла оборонять этот берег, потому что здесь их всех расстреляют артиллерии, потом хаймерсами, и беспилотники их начали здесь крошить, как сказать, в мясо. И вот последняя информация. Вооруженные силы Украины нанесли удары по российским оккупантам Новой Каховке, Олешкам и Кинзбургской косе. Военные заявляют, что ракетные и артиллерийские подразделения били по позициям противника в районах сосредоточения живой силы техники вооруженных сил на левом берегу Днепра и в районе Кинзбургской косы, выполнив более 50 огневых задач. В результате были уничтожено 17 оккупантов, уничтожено больше 15 единиц автомобильной бронированной техники, 2 самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотник «Орлан». Так, ну и вот сейчас дальше поехали. Сейчас как раз эта южная ось, я вам объясню, в чем дело. Там сейчас, как сказать, армия РФ готовит оборону. На спутниковых снимках с геолокацией видно, что захватчики обустраивают оборонительные рубежи к югу от Краснознаменского канала в районе Бехтер, примерно 50 километров юго-западно от Херсона. Сейчас как раз я вам покажу, вот эта Кинзбургская коса, а вот эта красная точка, это и есть Бехтере. Вот. И понимаете, сейчас оборонять эту линию очень сложно, где-то 10-15 километров все расстреляно здесь под прицелом. И они стали строить оборону уже в 50 километрах где-то, вот Херсон, вот здесь. Новую линию обороны здесь создают, как бы, чтобы ВСУ все равно по-любому переправиться на тот берег. Они поняли все равно, что медленно, но уверенно они будут переправляться. Вот здесь, вот в этом направлении десантники, там спецназовцы, и на этих катерах, на таких быстроходных, еще понтонные переправы как-то быстро умудрились ночью и переправляются. В общем, они организуют линию обороны вот здесь практически, по этой линии фронта. Так, и вот такая информация. Такие линии указывают на то, что российские силы считают западную часть Херсонской области вблизи Кинзбургского полуострова и косы важной в оперативном отношении. Однако российским силам, вероятно, будет трудно удержать это оборонительные рубежи от украинского наземного наступления из-за местности, которая благоприятствует механизированной войне. Все правильно пишут. И вот что, да, последняя информация, что сейчас уже армия РФ занимает оборонительные позиции от 15 до 20 километров от Днепра. ВСУ продолжает блокировать российские логистические маршруты в тыловых районах на юге Херсонской области. В общем, судя по карте, вот как я вам покажу сейчас, здесь очень негде спрятаться, равнинная ровная местность. Вырыешь окопы, тебя все равно увидят, расстреляют сверху беспилотники и наведут информацию, и со спутников все. Вот я там покажу потом фотографии, как вот армия РФ рыла здесь окопы вдоль
этого левого берега Днепра, и вы их всех там расстреляли, уничтожили. Как раз такая информация. И судя по этим вот снимкам, обороняться очень тяжело здесь будет. Здесь нет городов, нет укрепленных рубежей. И здесь ровные, как сказать, ну, как поля такие, ровные все. И здесь шансы держать оборону очень тяжело. Поэтому армия РФ стала как бы отодвигаться ближе к Крыму, сюда. Здесь уже рубежи строить свои. И вот такая информация, да. И вот еще Бахмут-Авдеевка, объясню, там тоже идут круглосуточные штурмы, большие потери армии РФ, ну и Украина большие потери тоже несет, это видно по сводкам ВСУ. Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы на Бахмутском, Авдеевском направлении, неся большие потери. Так, по его словам сейчас этого спикера восточной группировки ВОЙС Сергея Череватова, да, идут штурмы в районе Бахмута и Авдеевки, пытаясь прорвать украинскую оборону. Он отметил, что вооруженные силы Украины носят огневое поражение всем видам вооружений, а россияне несут большие потери, что можно заметить по сводкам Генштаба. Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже несут критические потери. Враг может терять до батальона каждый день. Они могли бы задуматься и сменить тактику, но пока этого не видно. Они следуют задаче политического руководства. В общем, задача, говорю, Путин им дал задачу, как бы сказать, сейчас покажу вам этот Бахмут многострадальный, любой ценой хоть бы что-то захватить, хоть бы Бахмут, хоть бы Солидар, хоть бы что-нибудь вот здесь, это Авдеевку несчастную. И ничего не получается. Они, как говорю, трупами забросали все это направление. И говорю, это как будто специально создали котлы для уничтожения армии РФ. И они гибнут там от 500, 600, 700 человек в день. Смысл этого убийства? Я не понимаю. Это надо быть полным дебилом командованию Суровикина и его генералов, чтобы постоянно бросать. Ясно, что их уничтожат, все равно массы не возьмешь. Сейчас высокоточное оружие, байрактары, беспилотники, дроны все решают. Все эти вот хаймерсы, в основном, ну, американское оружие. Здесь нахрапом не возьмешь эти города. Отличная оборона, все многоэшелонировано, и шансов нет. Здесь шли бои Угледаром, Павловка, потеряли нереальное число, что-то около 500 этих спецназовцев тоже бросили на убой. И говорю, такие потери страшные, слово вообще это. И вот я вам говорил этот случай, сейчас объясню, в чем дело. Смоленские мобики сбежали с позиции на левом берегу Днепра и записали видео бунта. Вот эти мобилизованные из Смоленска. Вот что здесь пишут. Последним аргументом стало то, что ВСУ начали наносить удары с помощью беспилотников. Я вам говорил, вот эта карта, вот это берег Днепра левый, они там вырыли окопы, их генералы, полковники сказали, ройте окопы. А байрактары все эти, ну, в основном байрактары турецкие, ТБ-2, я знаю их, они расстреляли их в окопах прямо там, насмерть нахер всех. Говорю, положили вдоль берега. Какой идиот, сейчас покажу на карте, мог дать приказ строить здесь вдоль линии вот этой соприкосновения окопы. Расстреливай не хочу. Конечно, байрактары по наводке прилетели, дали информацию, артиллерия их накрыла, дальнобойная все накрыла, байрактары расстреляли, одни трупы, все, их похоронили. И вот они в панике побежали. Вот последняя информация, я вам сообщу. Мобилизованные в Смоленской области РФ, бросившие свои позиции на левом берегу Днепра под натиском ВСУ, записали видео, чтобы оправдать свое бегство. Конечно, они убежали, их стали расстреливать, там как это пушечное мясо. Они что, дураки? По словам оккупантов, командование не обеспечило их необходимым вооружением, выдав только лопаты, автоматы Калашникова, винтовки Мосина и несколько РПГ, и заставив строить укрепления под огнем противника, как я вам говорил. Но чтобы они начали нести потери и стали убегать, чтобы избежать ответственности, записали видео. В общем, все случилось потому, что на протяжении нескольких недель нас перебрасывали с места на место. Наша основная задача — это копать окопы. Последним они там пытались копать окопы бытовыми делами, но по ним был нанесен довольно мощный минометный обстрел. Ну и минометами еще начали херачить. Пожалуйста, один из мобиков. Добавив, что они были без связи и не могли координировать свои действия.
Последним аргументом дезертиров стало, что ВСУ начали наносить удары с помощью беспилотников. Да, сейчас Украина очень много беспилотников. Американцы поставили, Эрдоган поставил. В общем, их снабжают беспилотниками сейчас немерено. И дронами, и разведчиками, и специальные модификации разные. Мы, как подразделение, вообще не могли ничего сделать. Конечно, с воздуха стали расстреливать автоматами, они не забьют Байрактар, это ясно. Просто несли потери, в результате чего мы приняли решение отойти назад, заявили российские захватчики. Правильно сделали, потому что их бы там всех расстреляли в окопах. После бегства вооруженных сил из Херсона российские оккупанты решили выстроить свою оборону на левом берегу Днепра. Однако натиск украинской армии не прекращается, и они продолжает нести огромные потери. Я вам и говорю, вот это вот, кто это задумал, идиот, это генерал или Суровикин, кто стал строить на этом берегу вдоль реки, в самой. Это Байрактаром, говорю, добыча, во. Я вел эту войну 44-дневную в Карабахе. Байрактары только увидят такие цели в окопах, прямо их херачат ракетами, все. Очень точное попадание, метр в сторону, все. Они очень высокоточные, эти вооружения беспилотники. От них в окопах не скрыться, сверху расстреляли, все. И все трупы. Они хоть эти молодцы, еще мозги были, убежали с этих окопов. Вот, и как раз вот это видео. Ну и вот тут еще много информации всякой. ВСУ ликвидировали главного танкиста 44-й бригадной армии РФ. Вот он, командир танкового батальона, приехал на войну из Хабаровска. И ВСУ ликвидировали этого. Сейчас я вам покажу, вот тут информация. Так, его фамилия, командир танкового батальона Вячеслав Кабицкий. Он командир был отдельной мотострелковой бригады, подполковник. Успешно демобилизован, распиаренный герой России, которому недавно залили борт красной краской. В общем, вот груз 200. И все гибнут, говорит, подполковники, полковники. А что, говорит, о простых мобиках? Конечно, как пушечное мясо, бросили, их там уничтожают. Но эта бригада очень нехорошее впечатление, она вообще на всех оставила. Они там мародерили, убивали мирных жителей в районе Бучи. Говорю, такая жестокость была страшная. Ну вот, груз 200 поплатились за это. И вот последняя информация сейчас, извиняюсь, потери скажу. Потери личного состава плюс 630, уже 82 710, танков плюс 10, 2871, БТР БМП очень много, 24, 5000 почти 800. Так, ПВО сбили, самолеты на месте, вертолеты на месте. Беспилотники, видно, сейчас опять это поставили Иран, беспилотников 14 штук сбили, 1525, да. И крылатых ракет очень много стали сбивать в последнее время, нереально. Сейчас постоянно обстрелы ведут городов Украины. И вот, пишут, 75 сбили крылатых ракет. ПВО уже на САМС поставили, американцы стали этими ПВО сбивать эти ракеты. Так, ну и вот последняя информация. Во Владивостоке найден мертвым полковник, который работал с мобилизованными. Из кабинета раздались 5 выстрелов. Вот был мужчина, полковник, симпатичный такой, его расстреляли. Так, дежурный услышал стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко. Это фамилия Бойко этого мужчины. И, в общем, он был мертв. Расстреляли, там просто уже эти на нервах эти самые призывники уже, и там обнаружили вот 5 гильз, что такое, пистолеты нашли Макарова. Это был, да, Вадим Бойко, вот, заместитель начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Так что, видите, уже стали в Владивостоке расстреливать своих, как сказать, тех, как комендантов, или как называют, кто, ну, нанимает на службу, в общем. Так что им там неспокойно, так что и там жизнь не сладкая этим, так, военачальников. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.